Представим простую сцену. Человек отслеживает статус доставки его товара в приложении. Посылка в пути, посылка в сортировочном центре, курьер доставит сегодня, и у человека возникает возбуждение. Почти как некая влюбленность. Сердцебиение учащается, мозг подбрасывает некие фантазии, как человек будет открывать эту коробку, как с этой новой покупкой он заживет по-новому. И вот звонок в дверь. Курьер, пакет, внутри та самая вещь. Да, вот она, все сбылось, и ничего не происходит. Эмоциональный пик пройден. Через пару часов человек уже спокоен, а на следующий день или через неделю для него новая вещь — это просто часть его жизни. Этот эффект хорошо известен в нейробиологии. Он связан с работой дофаминовой системы, особенно вентральной тегментальной области. Эти зоны мозга не отвечают за радость, как принято думать. Они запускают предвкушение, то есть мотивацию, возбуждение, стремление к действию. Исследование Брайана Кнутсона показало, что пик активации этих зон наступает до покупки, в момент, когда человек только выбирает товар. Как только он его получает, активность резко снижается. То есть мы не запрограммированы на счастье от обладания вещами, мы запрограммированы на стремление к чему-то. И это не ошибка природы, это эволюционная логика. Животное, которое не стремится к новой еде, убежищу или партнеру, потенциально проигрывает. Поэтому система наших желаний всегда немного впереди реальности. В современном обществе этот древний механизм прекрасно эксплуатируется. Реклама продает нам не продукт, а некое эмоциональное обещание. Ты обновишься, ты будешь лучше, чем был, ты будешь достоин чего-то. Мы покупаем не столько кроссовки, сколько чувство, что мы вот наконец начнем бегать. И мы покупаем не блокнот, а веру в то, что мы будем писать некий масштабный роман. Человек, заказывающий новую одежду, уже в голове рисует, как изменится его образ, как на него будут смотреть другие люди. Но как только вещь оказывается на теле, эта проекция исчезает. Эмоция уходит, вещь остается, и через какое-то время снова хочется чего-то новенького. Все это создает некий цикл, который в психологии называют дофаминовой петлей. Ожидание, покупка, разочарование и снова ожидание. Мы не осознаем этих вещей, потому что каждый раз мозг нам говорит: ну вот теперь-то точно будет классно. Покупка становится формой некой надежды. Надежды, что с этой новой вещью что-то изменится внутри нас. Что наступит порядок, радость, любовь. Но вещь меняет внешний мир, а внутренний почти не трогает. И в этом кроется корень повторения. Мы ищем не футболку и не рубашечку, мы ищем состояние, но зачастую ошибаемся в источнике этого состояния. Сегодня мы поговорим о таком термине, как гедонистическая адаптация. Представим, что вы выиграли миллион. Настоящий миллион любых денег, какие вы только там любите. Лотерея, звонок, аплодисменты. И первый день у вас, скорее всего, что будет? Эйфория. Вы звоните родным, вы чувствуете некую нереальность происходящего. Через неделю вы меняете обстановку в квартире, а может быть, переезжаете куда-то, делаете покупки, которые давно откладывали. Через месяц вы начинаете привыкать к этому новому ритму. А через полгода вас начинают раздражать те же мелочи, волнуют те же тревоги. Через год по шкале счастья вы почти такой же, каким были до выигрыша. А теперь представьте другое. Вот человек попадает в аварию и теряет некую подвижность на неопределенное время. Поначалу что будет? Скорее всего, шок, страх, ощущение того, что все, жизнь кончена. Проходит месяц, два, полгода, возникают новые привычки, другая оптика, другой взгляд на мир, другие способы радоваться жизни. Через год человек также вернется к базовому уровню счастья, который был у него до этого. И это не мои догадки, это эмпирический факт. Исследование 1971 года, названное гедонистической шкалой, впервые описало этот феномен. Позже его подтвердили десятки исследований в области позитивной психологии и нейробиологии. Суть проста. Мы привыкаем ко всему. Новая машина, большая квартира, новая работа вызывают эмоциональный всплеск. Но со временем все это становится фоном жизни. Мы адаптируемся, радость исчезает.
Психологи называют это гедонистической адаптацией, возвращение субъективного благополучия к стабильному базовому уровню, независимо от обстоятельств. Как некий встроенный термостат. Эта способность не дает нам перегреться или остыть, скажем так, надолго. Покупаете новый смартфон. В первый день восторг. Новая камера, гладкий интерфейс, все такое быстрое, чувство обновления. Через неделю вы уже не замечаете скорость работы нового смартфона, а через месяц вас раздражает отпечаток пальца на экране или маленькая трещинка. Через полгода вы уже смотрите рекламу новой модели. Здесь работает эффект так называемого тренажера. Человек будто бежит на беговой дорожке. Он двигается, но при этом, парадоксально, он остается на месте. Удовольствие как мираж. Пока идешь к нему, он есть, ты его видишь. Но как только ты туда приходишь, все исчезает. Культура потребления, любимая нами, усиливает этот механизм. Все устроено так, чтобы радость была мимолетной. Потому что стабильная радость не продается. Продается только новое желание. Мозг не создан для некого постоянного счастья. Он создан для движения к стимулу. Радость от обладания новыми вещами быстро обесценивается, потому что наша нервная система — это не архив удовольствий, а некий радар, который находится в постоянном поиске новых целей. Вы стоите в магазине и держите в руках новый блокнот. Вроде бы обычная тетрадь, но у нее какая-то другая бумага, приятная на ощупь. У нее минималистичная обложка, и все как бы говорит: вот с этим новым блокнотом ты начнешь с чистого листа. Вот именно с этого блокнота. И в голове у вас уже возникает образ. Утро, кофе, вы приводите свои мысли в порядок, все записываете. И хотя дома уже лежат 3 таких же пустых блокнота, и этот кажется вам совершенно другим. В нем новая версия вас. Также с одеждой, техникой, интерьером. Человек покупает спортивную форму не потому, что у него износилась старая, а потому что он решил стать другим человеком. Купить белую рубашку — это не про ткань, это про некий внутренний жест по отношению к себе. Теперь я стану взрослым, теперь я серьезный человек. Новый диван — это не совсем про мебель, скорее про ощущение, что в этом доме будет другая жизнь. Здесь работает наше магическое мышление, это термин из психоанализа. По сути, это некая такая детская логика. Если я надену плащ, я стану супергероем. И взрослые живут по тем же схемам. Только плащи теперь это айфоны, кроссовки, макбуки, косметика. Это неплохо, это просто глубокий такой человеческий паттерн поведения. Ребенок сливается с образом, и взрослый тоже сливается с образом. Он хочет почувствовать себя другим через покупку. Но после покупки происходит диссонанс. Вещь куплена, но жизнь не поменялась. И что делает наш мозг? Он включает защиту. Согласно теории когнитивного диссонанса, когда выбор не оправдывается, человек начинает рационализировать. Мне действительно нужны были эти кроссовки, ведь у старых уже стерлась подошва, да и скидка была неплохая. Это правильное решение. Мы не признаем, что покупаем какие-то вещи из-за тревоги, тоски или желания начать с нуля. Мы объясняем все разумно, задним числом. Экономисты называют это самооправдание после покупки. Маркетинг это знает. Реклама никогда не скажет вам: это хорошая вещь. Она скажет: ты станешь другим человеком. А мы хотим стать другими, и поэтому покупаем. Вещь становится не просто вещью, а мостиком в другую версию своей жизни. Проблема в том, что эта версия жизни далеко не всегда наступает. И тогда цикл повторяется. Желание, проекция, покупка, разочарование и новое желание. То есть покупка — это не всегда про наши потребности. Это порой инструмент некой психологической стабилизации. Попытка обрести опору, почувствовать хоть какой-то контроль и дать себе некую надежду. Вот с этого момента все пойдет иначе. Вот человек просыпается, открывает какую-нибудь соцсеть и попадает на витрину. У одного знакомого новая кухня, а у другого отпуск в горах. Кто-то выкладывает селфи с подписью «Работаю с кайфом, делаю, что люблю». И даже если вы просто хотели почитать немножко новости, полистать рилсы с собачками, вас уже втянули в механизм сравнения. А сравнение что делает? Оно запускает ощущение нехватки. И в нас начинает зреть новое желание.
Эта логика не случайна. Это не просто такой вот перегрев культурный, это архитектура самого общества. Начиная с 20 века экономика дефицита уступила место экономике избытка. Промышленная революция сделала возможным производить больше, чем нужно. Но чтобы все это продавалось, нужно было создавать новый тип человека. Не просто потребителя, а человека, который всегда немножко не удовлетворен своей жизнью. Об этом еще в 1899 году писал Торстейн Вебелин в работе «Теория праздного класса». Он заметил, что в индустриальных обществах товары перестают быть просто вещами. Они становятся некими сигналами. Мы покупаем одежду не только, чтобы одеться, а чтобы сказать «я не такой, как все». Мы выбираем бренды, квартиры, даже книги, чтобы показать некий свой статус. Вебелин или Веблен, как хотите, называл это демонстративным потреблением. Со временем к этому добавилась новая мощная сила — реклама. Уже в 20-х годах Эдвард Бернейс, племянник Фрейда, применил психоанализ к маркетингу. Он понял, что люди не покупают вещи рационально, они покупают, чтобы почувствовать себя лучше. И реклама с тех пор — это не информация о продукте, это некая инъекция желания. Смысл здесь в одном. Сейчас у тебя чего-то нет, и вот как можно это исправить. Соцсети, YouTube, TikTok усилили эту систему. Теперь реклама встроена в саму культуру общения. Когда вы смотрите на чужой день, вы смотрите на некий рекламный продукт. Ведь это отредактированная жизнь, где показано только то, что может вызвать потенциально некую зависть, восхищение или стремление. И это не вина конкретных людей, которые там выкладывают что-то в соцсети, это просто логика платформы. Контент, который вызывает у вас эмоции, лучше продвигается. А зависть, сравнение, страх и прочее — это очень сильные чувства. Что по итогу? Мы все время сравниваем себя с другими людьми. Не с собой, не со своей версией из прошлого, а с отфильтрованной идеальной версией окружающих нас людей. И в этой системе любая норма превращается в нехватку. Хорошая работа не такая престижная, как у того парня. Приятная квартира не такая светлая. Обычная жизнь недостаточно. Здесь запускается второй цикл. Сравнение ведет к ощущению отставания. Ощущение отставания ведет к желанию обновить себя. Желание обновить себя ведет нас к покупке. Далее идет некий короткий подъем эмоциональный, и мы снова попадаем в некое сравнение. И это не аномалия, это просто главный механизм экономики желания. То есть, чем больше мы сравниваем, тем больше нам чего-то не хватает. И чем больше нам чего-то не хватает, тем активнее мы хотим что-то покупать, что-то делать, чтобы наверстать. Но культура сравнения, штука вся в ней в том, что у нее нет некого финиша, нет конца. Она построена так, чтобы вы всегда были чуть-чуть позади остальных. Это и есть некая форма контроля, ненавязчивая, эмоциональная, встроенная в повседневную жизнь. Теперь поговорим о том, что работает дольше, чем вещи. Представим двух людей. Один купил новый смартфон, вот прям самую последнюю модель, просто вот как горячий пирожок только что сорвал. У него идеальная камера, там все, интерфейс, все прям супер-пупер. А другой человек поехал на несколько дней в поход с друзьями, и при этом он там вообще ни одной фотографии не сделал. Что произойдет с этими людьми, когда мы у них спросим о том, как они себя чувствуют через какое-то время? Первый человек, скорее всего, уже будет привыкать к своему новому смартфону. А второй человек будет рассказывать о своем походе с теплом, у него будут некие детали всплывать, он будет смеяться и радоваться. В 2003 году психологи Ван Бовен и Гилович провели серию исследований, чтобы сравнить, что делает людей счастливее – вещи или опыт. Результаты оказались вполне устойчивыми. Покупки, связанные с опытом, такие как поездки, концерты, встречи с другими людьми, дают более продолжительное ощущение удовлетворения, чем материальные вещи. Причем даже если изначально материальные вещи казались нам логичнее и полезнее. Почему? Потому что опыт — это не просто единовременное событие, это структурный элемент, он растягивается по времени. Мы не рассказываем друзьям «я тот, у кого был 6-й iPhone». Мы говорим «я был в Исландии», или «я ездил там куда-то там в Китай», «я танцевал всю ночь», «я однажды выступал перед целым залом людей». Опыт вшивается в нашу память и становится частью нашей истории, которую мы рассказываем себе и окружающим.
И с нейропсихологической точки зрения это объясняется разными паттернами активации нейронов в нашей голове. Материальные покупки активируют центры кратковременного удовольствия. Да? Вот есть некий дофамин, есть удовольствие от обладания, ощущение новизны. Но быстро происходит, как мы уже говорили в ролике, гедонистическая адаптация, и вещь перестает нас удивлять и впечатлять. В отличие от этого, опыт, который мы прожили, активирует социальные, эмоциональные и смысловые контуры мозга. Тут мы участвуем в общении, у нас есть сопричастность, у нас есть новизна ситуации, постоянно обновляющаяся, есть эмоциональная значимость. То есть опыт не только запоминается, но и пересобирает наше представление о себе. Отсюда и происходит этот практический сдвиг. То есть прежде чем что-то купить, полезно задавать себе не только вопрос, а хочу ли я это, но и а как это повлияет на мою историю, а что это скажет обо мне в целом, а как я буду думать об этом через год. Это не какой-то морализаторский прием или прикол психологов. Это просто смена фокуса с мгновенного желания на некую долгосрочное благополучие. Итак, вещи исчезают, устаревают и ломаются. Но пережитый опыт, особенно тот, в который человек был эмоционально вовлечен, укрепляет нас как личности. Он не просто создает приятные воспоминания, он меняет человека. Поэтому в последние годы, наверное, так и растет активно интерес к вот этим так называемым инвестициям в себя. То есть не с позиции даже продуктивности, а с позиции полноты и насыщенности жизни. Это может быть поход на какие-то курсы, которые вызывают у вас любопытство, или встречи с людьми, которые становятся для вас, возможно, поворотными, или короткие поездки за город, где вы впервые могли быть собой, не играя там какую-то там, не знаю, бизнес-вумен или там менеджера среднего звена. Вещи нам нужны, безусловно, но если мы постоянно решаем наши внутренние дефициты через внешние объекты, мы теряем главный ресурс — вовлеченность в собственную жизнь. На этом все. Что вы думаете об этой теме? Поделитесь своими впечатлениями и эмоциями в комментариях. Ну а я прощаюсь с вами. Оставайтесь любопытными, продолжайте исследовать и до новых встреч. Вот, допустим, я хочу обновить гардероб, как типичная представительница. И можно купить себе, там, например, условно, сумку, которая просто тебе понравилась, а можно купить такую сумку, которая тебе будет давать комфорт в получении опыта. И тогда она будет больше удовольствия себе предоставлять. Ну, я думаю, да, потому что она станет частью вот этого пазла, наверное, который является опытом твоим, да, проживанием. Чем более осознанно мы подходим к выбору вещей, в плане практики и проживания, конечно, тем более рационально в итоге и удовлетворение мы получаем больше. Ну, скажем так, человек же существо не только рациональное, но и эмоциональное, да, и, опять же, если мы совершаем импульсивные эмоциональные покупки, то это, наверное, только половина того, что мы могли бы сделать, да? А могли бы, включить немножко рациональности и подумать, а зачем мне это сейчас, а что я пытаюсь этим делом, может быть, компенсировать или еще что-то. Но эмоциональные покупки на то и эмоциональные, да, на то и работает маркетинг и реклама, чтобы вызвать у тебя эмоцию, чтобы ты не думал, опрал. А когда ты уже купишь, у тебя, получается, будет вот этот резкий спад, потому что все, эмоция-то прошла. Покупка совершена. Довольны все, кроме тебя. Но если ты не только эмоцию подключаешь в момент покупки, но и думаешь о том, как это повлияет на твою жизнь в долгосрочной перспективе, вот реально, типа, вот ты через год будешь это носить или нет? Любая покупка должна работать на какую-то цель. То есть ты же для чего-то это делаешь? Ну, если не детское, да, вот что-то такое, поиграться. Ну, эмоциональное. Да, если это вещь, скорее всего, ты будешь ей пользоваться. У меня такая позиция, что я люблю покупать одну вещь, но надолго. То есть там, типа, я покупаю ботинки зимние, я знаю, что я их буду носить лет 5. То есть я не гонюсь там за трендами. Это моя. А есть девчонки, которым важно, чтобы они выглядели актуальными. То есть они закрывают вот эту потребность. Ну, значит, им не хватает, скорее всего, ощущения некой принадлежности к группе. Поэтому люди приобретают какие-то вещи, наверное, потому что не хотят быть частью чего-то большего. Просто все люди по-разному закрывают это ощущение.
Кто-то через семью и через друзей, через некие общие впечатления, кто-то через покупки, кто-то через религиозные какие-то действия. Ну, так или иначе, это механизм один и тот же, что мы хотим быть частью какого-то племени, скорее всего, частью какого-то вот этого движения, некого ощущения общности. Почему люди телевизор смотрят, новости? А вот эти вот трендовые, которые вот трендовые вещи, они тоже по той же схеме? Я думаю, да. А как еще? Ты видишь, что волна идет, да? Тебе хочется, как ребенку, вместе с остальными детьми побежать на этой волне прокатиться. Из-за того, что мы рационализируем очень много, мы, бывает, заходим слишком далеко в своих попытках что-то себе описать, оправдать, объяснить и усложняем то, что на самом деле очень просто. Вот. Но человек не любит, когда просто. Ему нужно некое создать, некое что-то, некий вес. Потому что иначе ему не так интересно. Ну, просто например, сейчас эти лабубы покупают? Ну, покупаю сейчас, потом перестанут. Как это было со спиннерами и прочими вещами. Ощущение того, чтобы... Общность, да. Ощущение быть вместе с кем-то, быть на волне, быть в тренде. Ну, это же про это. Но в этом тоже ничего плохого. Ну, нет ничего плохого. Это вопрос в том, как это влияет на ваше финансовое благополучие. Ну, по факту. И состояние радости. Мне кажется, это же, раз это детское, значит, это должно радость какую-то произвести. Ну, я надеюсь, что люди радуются от того, что они покупают что-то модное и трендовое. И я надеюсь, что это длится дольше, чем 2 дня. Вот. Потому что бывает так, что человек что-то приобретает, думая, что это подарит ему ощущение, вот как мы обсуждали, ощущение чувства некого причастия к чему-то большому, да, вот все у костра собрались и танцуют, я тоже хочу. Поэтому я пойду и куплю лабубу. Но человек покупает лабубу, приходит к себе домой, и оказывается, что он по-прежнему один дома, но теперь с лабубой. Он же не один, он уже с лабубой. Ну да, я имею в виду, будет ли он чувствовать сопричастность. Да, если это понимаешь? Да. Потребность. Механизм такой. Ты видишь, что все это делают, ты тоже хочешь. Мы приобретаем, как мне кажется, что-то модное, трендовое. Для чего? Чтобы привлечь к себе внимание. Для чего человек привлекает к себе внимание? Ну, значит, оно ему надо. Да, что он хочет общности, он хочет социума, он хочет общения, он хочет быть внимание. Это опять же про детское внимание. Посмотрите на меня, пожалуйста, я такой же, как вы. Ну, очень кардинально отличается от того, когда ты покупаешь там какой-нибудь Биркин в качестве инвестиций. Ну, это другой уровень, да, это другой уровень совсем. Нет, ну есть же женщины, которые покупают ради статуса, есть понятие статуса очень масштабное. А статус тоже про причастность к определенной группе. Но при этом еще и сегментирование себя от других групп. Ну, это американский fake it till you make it. Типа, ты покупаешь вещь, думая, что она подарит тебе некое чувство. И ты через эту вещь станешь другим человеком. Ну как ты можешь стать другим человеком через вещь? Вещь тебя не учит каким-то навыкам, вещь тебе не дает общаться. Она может помогать получать опыт. Вот, например, ты купил какой-то костюм личный, да, и пошел на какое-то мероприятие. И тебе в нем не стрёмно. Ты не зажимаешься, ты знаешь, что выглядишь хорошо. Ну, да, скажем так, вот опять же, это общность, да, потому что в социальной группе или наоборот еще более выделяющийся, чем все остальные, на тебя обращают внимание, и ты за этим вниманием как раз пришел, чтобы презентовать что-то. Ну, это осознанное. Ты подходишь к этому заранее, понимая, какой ты образ будешь транслировать окружающим, опять же, окружающим людям. Понимаешь? То, что ты думаешь, что ты делаешь для себя, вполне вероятно, что ты делаешь это для других. Если я это приобретаю, что я буду с этим делать? Как я это буду? Если я покупаю эту книгу, буду ли я ее читать? То есть, я так к этому подхожу. Не знаю. Если как-то другие люди подходят к этому по-другому, мне бы хотелось узнать, как. То есть я не отрицаю своих желаний, я не подавляю их. Но если я смотрю на что-то, я думаю, а как я это буду использовать? Не, ну и все равно должны быть в жизни дурацкие попытки. Ну, если у тебя есть нехватка дурацкого опыта, какого-то веселья, радости. Это как сахарную вату купить, пока ты на аттракционах катаешься. Да. Я же никого не осуждаю. Я же говорю, пожалуйста, просто, как это сказать, учтите, что есть адаптация, что человек привыкает к вещам, что человек перестает испытывать от них какую-то радость и новизну.